Слушай, ну я тоже не знаю на самом деле, да, реально по факту. О, привет, друзья! Привет, привет! Это первое видео в 2020 году. У-ху! И немножко я опоздал, но я все равно поздравляю вас с уже наступившим новым 2020 годом. Это круть! Мне очень нравится эта дата 2020. Это очень круто. Мы в 20-х. И я вас поздравляю. Кстати, можете послушать подкаст, который я недавно записал про мой Новый год. А сегодня у нас будет тема мусора. Мусора и тема раздельного сбора мусора. Давайте начнем. В этом видео будет 3 части. Первая, я объясню новую лексику. Вторая часть, сама история. И третья часть, это такая TPRS часть. То есть там я буду спрашивать вас, задавать вам вопросы. А вы попрактикуйте свое говорение. Давайте начнем. Новая лексика. Давайте вы будете повторять эти слова за мной, хорошо? Чтобы тоже попрактиковать свое произношение. Итак, гражданин. Гражданин. Это человек, который живет в определенной стране. Я гражданин Российской Федерации. Сортировать мусор или разделять отходы. Эти фразы как бы синонимы. Сортировать означает, можно, например, сортировать по цветам. Красный к красному, синий к синему, зеленый к зеленому. Или по форме. Круглое к круглому, да, квадратное к квадратному. Это сортировать. А разделять означает просто брать что-то и как бы делить его. Да? Есть одно целое, и ты разделяешь на 2 части. Или ты разделяешь на 3 части. Соответственно, мусор и отходы — это то, что мы выбрасываем, то, что нам не нужно. Следующее — это контейнер. Здесь имеется в виду такой большой бак, мы еще называем его бак. Большой бак для мусора, который стоит на улице или в жилом дворе. У нас есть двор в загородном доме, если ты живешь в частном доме, но в городе есть тоже двор. Вот это. Мы называем это двор, либо дворовая территория, либо жилой двор. Жилой двор — это более официально. Дальше этап. Этап — это часть чего-то. Да? Если есть долгий процесс или проект, то у него есть этапы. Этапы выполнения. Первый этап, второй этап, третий этап и так далее. Дальше оснастить. Оснастить. Глагол оснастить означает, что ты что-то добавляешь. Ты как бы экипируешь что-либо. То есть, например, жилые дворы могут быть оснащены чем? Ну, например, лампами дневного освещения. Да, или они могут быть оснащены контейнерами. Автомобиль может быть оснащен системой ABS или ABS, да, и так далее. Следующее — это вторичное сырье или вторсырье. Вторичное сырье, вторсырье. Вторичное, да, здесь есть такая идея 2, да, есть первичное, а есть вторичное, есть еще третичное и так далее. Вот вторичное означает, что второй раз уже переработанные какие-то материалы, какое-то сырье. Дальше перерабатываемые отходы. Ну, это тот мусор или те отходы, которые можно переработать и сделать, например, из старой книги, сделать, например, салфетки, чтобы сморкаться. Это называется переработать. Дальше смешанные отходы. Смешанные отходы — это те отходы, которые, ну, они как бы смешались. Там много разных отходов в одном месте. Поэтому их нельзя переработать, да, там слишком много
всего. Следующее – это вывозить мусор. Да, мусор можно выносить. Например, я в квартире, я беру мусорный пакет и иду, выношу мусор. И я кладу его в контейнер. А из контейнера этот мусор уже никто не выносит. Да, его вывозят на автомобиле, на большом автомобиле, на грузовике. Вот, я каждый день, каждую неделю я выношу мусор, а потом этот мусор вывозит специальный грузовик. И этот грузовик называется мусоровоз, потому что он возит мусор. Супер. Дальше, подвергаться обработке. Обработка – это то же самое, что и переработка. Да? Только переработка означает сделать из одного другое, а обработка, она не связана с появлением нового продукта. Я могу просто взять, например, что-то, обработать это и сделать это немножко лучше. Да? Это слово «обработать». Подвергаться означает, что будет какое-то воздействие. Если я подвергнусь обработке, значит, кто-то будет меня обрабатывать. Жесть. Следующее – доля. Доля – это какая-то часть. И есть еще слово «сократить». Сократить означает уменьшить. Ох, я трачу слишком много денег, мне нужно сократить мои расходы. Да, те деньги, которые я трачу. И нам всем нужно сокращать количество мусора на свалках, правда? А сейчас давайте перейдем к истории. Москва. Более 46 тысяч активных граждан уже сортируют мусор, а еще свыше 93 тысяч граждан готовы начать разделять отходы после установки контейнеров. С января 2020 года Москва начнет первый этап перехода к раздельному сбору мусора. К этому времени жилые дворы должны оснастить специальными контейнерами. Всего будет 2 контейнера, один синий, а другой серый. Контейнеры с синей индикацией будут предназначены для вторичного сырья, то есть перерабатываемых отходов, не загрязненные пищей и другой органикой. К вторсырью относятся пластик, бутылки из-под напитков и моющих средств, упаковка продуктов питания, стеклянные банки и бутылки, металл, жестяные и алюминиевые банки и макулатура, бумага, картон. Контейнеры с серой индикацией рассчитаны на смешанные и загрязненные органикой отходы. Вывозить мусор будут разные мусоровозы. Машина для определенного вида отходов будет иметь соответствующий цвет и специальную пиктограмму. Мусор все равно будет подвергаться дополнительной сортировке и обработке, так как частота компонентов при раздельном сборе, как правило, не превышает 60%. Но в целом система раздельного сбора мусора позволит увеличить долю вторичной переработки и сократить объемы мусора. Прикольная новость, мне понравилось. Я уже начал сортировать отходы здесь, в Москве, потому что до этого я жил в Ленинградской области, рядом с Санкт-Петербургом. И там у меня автоматически или таким естественным способом сортировались отходы, потому что бумагу я сжигал в печке. Всю органику я компостировал, да, я просто ее выбрасывал в землю, так скажем. И весь пластик и бутылки я вывозил в специальное место. Это просто разделять отходы, когда ты живешь в частном доме. Но в городе тебе нужно идти к специальному контейнеру, делать много всяких движений. Но это очень круто, что Москва прям официально начала. В Москве и раньше были контейнеры для пластика, для бумаги, то есть много контейнеров. Но сейчас сделали, чтобы людей все-таки приучить к тому, чтобы раздельно собирать мусор, сделали только 2 контейнера.
Да, то есть вот в этом идея. Только 2 контейнера, да, не 5 контейнеров. Органика, пластик, стекло, бумага там и так далее. Нет, это сложно, люди еще не привыкли. Хотя бы 2 контейнера, да. А потом из этого контейнера будет снова мусор, будет сортироваться. Ну, хорошая идея, мне понравилась. Кстати, все мои патроны вы можете на сайте patreon.com, вы можете скачать, ну, вернее, послушать аудио и вот этот текст, который я сейчас читал. Ну что, давайте начнем вопросы и ответы. О каком городе я говорил? О Москве. Я говорил о Москве. А в каком городе начали раздельный сбор мусора? В Москве или в Санкт-Петербурге? Конечно, в Москве. В Москве начали раздельный сбор мусора. Когда в Москве начали раздельный сбор мусора? В январе. Да, в январе 2020 года. Или с января. С января 2020 года в Москве начали раздельный сбор мусора. Какой этап начался с января 2020 года? Первый или третий? Первый, да. Первый этап начался в Москве. Первый этап чего начался в Москве? Первый этап раздельного сбора мусора. Первый этап раздельного сбора мусора. Или первый этап перехода к раздельному сбору мусора. Да? Или так, или так. Куда нужно складывать мусор? В контейнеры. Да, в контейнеры. Сколько будет контейнеров? Или сколько уже январь, сколько уже сейчас в Москве есть контейнеров? 2. Да, 2 контейнера. Для чего нужны эти контейнеры? Конечно, для раздельного сбора мусора. Эти контейнеры нужны для раздельного сбора мусора. Хорошо, а какого цвета эти 2 контейнера? Один контейнер синий, а другой контейнер серый. Да? Один синий, другой серый. Какой мусор нужно класть в серый контейнер? В серый контейнер нужно класть смешанные отходы или перерабатываемые отходы. В серый контейнер. Конечно, в серый контейнер нужно складывать смешанные отходы. Смешанные отходы могут быть загрязнены органикой. Да, смешанные отходы, они могут быть загрязнены органикой. А какие отходы не могут быть загрязнены органикой? Перерабатываемые, да, перерабатываемые отходы или сортируемые отходы или сортируемый мусор, да, вот это все не должно быть загрязнено органикой. То есть перерабатываемые отходы должны быть чистыми или грязными. Конечно, перерабатываемые отходы должны быть чистыми. А какие отходы могут быть грязными?
смешанные, да, смешанные отходы. Хорошо, а в синий контейнер нужно класть какие отходы? В синий контейнер нужно класть перерабатываемые отходы. Да. Кстати, а что такое перерабатываемые отходы? Пластик — это перерабатываемый отход? Ну, мусор, лучше сказать. Перерабатываемый мусор. Конечно, да, пластик — это перерабатываемый мусор. Ну, не весь пластик, но в общем, да. Стекло — это перерабатываемый мусор? Да, стекло — это перерабатываемый мусор. А как насчет кожуры от банана? Это перерабатываемый мусор? Нет, это не перерабатываемый мусор. Кожура от банана — это не перерабатываемый мусор. Каждую неделю я выношу или вывожу мусор. Каждую неделю я выношу мусор. А кто вывозит мусор? Мусоровоз. Да? Мусоровоз вывозит мусор. Мусоровоз вывозит мусор. Хорошо. Мусор в каком контейнере будет повторно подвергаться сортировке? В каком контейнере мусор будет повторно подвергаться сортировке? Синий. Да, синий. Мусор в синем контейнере. Мусор в синем контейнере будет повторно подвергаться обработке. А мусор в сером контейнере будет повторно подвергаться обработке. Нет, к сожалению, нет. Мусор в сером контейнере не будет повторно подвергаться обработке. Мусор в сером контейнере будет лежать на свалке или он будет летать в космосе? Да, мусор в сером контейнере будет лежать на свалке. Мусор из серого контейнера будет лежать на свалке. Эх, друзья, а что мы должны делать? Мы должны увеличивать долю мусора или мы должны сокращать долю мусора? Конечно, мы должны сокращать долю мусора. Сокращать. Мы должны уменьшать или увеличивать долю мусора? Конечно, уменьшать. Мы все должны уменьшать количество или долю мусора. Ну что ж, друзья, супер, отличная работа. Да, патроны вы можете скачать текст, послушать аудио. Еще раз, друзья, с праздником вас, с наступившим 2020 годом. И я надеюсь, что в этом новом году у вас будет много практики русского языка с Максом. Пока-пока!